Представители знака зодиака Лев. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты и что прояснится в конечном итоге. Мы с вами живем в эпоху перемен. Нам довелось с вами. И действительно, вторая половина марта, ну, пожалуй, до середины апреля, некоторые метаморфозы с возвращением людей, тех, которых мы знали. И, скорее всего, и если действительно у кого-то в жизни присутствует, как возвращается человек, пусть вы случайно его встречаете на улице или в каком-то месте, или он вам написал, может быть, это касаться может и друзей, или тех даже лиц, которых мы, ну, какое-то время было общение, а потом мы как выпадаем из поля видимости друг друга. Может то же самое проиграться и по работе, когда вас помнит тот руководитель в том месте, в котором вы работали. Ну вот зачем-то нам это все нужно в конечном итоге, к чему я иду. И вот что прояснится, какая-то ситуация может шаг за шагом и проясняться у вас. Ну давайте посмотрим, что нам расскажут карты. Останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и как альтернативный вариант вы рассмотрите для себя вот эти подсказки. Итак, старинный пасьянс, цыганский. У меня он почти 40 лет, очень давно. Что же нам расскажут маленькие карты с их рандомными значениями? Никогда не знаешь, что же совпадет. Я смотрю, и вы смотрите. Я пока не вижу. Вот теперь вижу. У вас совпадает месяц. Вот смотрите, месяц – это какая-то неопределенность. Это не есть что-то, что оказывает, ну, такое активное влияние на вашу жизнь. Тут действительно какая-то ситуация могла тянуться из прошлого. И вот это состояние внутренней неопределенности, скорее всего, связано либо с конкретным человеком, либо с каким-то фактом, может быть, который произошел. И вот эти сомнения или какая-то неуверенность, может быть, в конкретном человеке, может быть, и кто знает, в том месте работы, это касалось какой-то ситуации или обстановки, в зависимости от того, что возвращается, это вот мы пытаемся заново обдумать, возможно, решить, нужно или не нужно нам это продолжать. Но такие вот подобные мысли, мои дорогие львы, они у вас могут присутствовать. Давайте пойдем дальше, будем смотреть, что нам еще раскроют карты. Ну вот, видимо, по части сомнений все вы расставите по местам, потому что месяц – это как 1000 неопределенностей, и выпадает победа. То есть, ну, какой-то один вопрос у вас решается более чем положительно. Это ваша победа. Победа у кого-то в отношениях. И это не обязательно означает, что мы идем с кем-то под венец. Но я могу предположить, что у кого-то предложение руки и сердца все же может присутствовать. Мы разные. Но вы как раз можете не доверять. Тонкие нюансы. Если у нас здесь выпадал месяц, то здесь мы можем соединить змея, мои дорогие. И змея чаще это тот человек, на которого мы, увы, не можем положиться. Иногда это те люди, которые нам буквально льстят, или говорят что-то хорошее, мы на них надеемся, а они нас потом подводят. Или тот подвох, который для нас неожиданен. Здесь может быть, когда вы банально о себе рассказали чуть больше, чем следовало, или какой-то тонкий нюанс поделились, допустим, событиями своей жизни, дали слабину, такое тоже у нас бывает. И вот как неуверенность, да, что ожидать от этого человека. Нам пока, по крайней мере, не показывают карты, что как это будет развиваться. Но у кого-то это может быть связано просто с ситуацией даже по работе или ваши контакты с социумом. Но когда вы не всем доверяете, поэтому берегите себя. Помните, что люди не совсем искренне. Видимо, какой-то прошлый опыт проб и ошибок вас теперь
будет останавливать на этой неделе, чтобы довериться кому-то еще раз. Я вот вижу так. Но как раз люди действительно могут вернуться. И вы, кстати, можете кого-то расценивать. Может быть, даже прежнего знакомого или знакомую. Или ключевого даже партнера, у каждого по-своему. Или просто какое-то контактное лицо в вашей жизни, что вы этому человеку вот с этого момента точно не доверяете. Но он тогда, я могу предположить, будет как раз, ну, пытаться с вами наладить какое-то взаимодействие. Вот я такое могу предположить. И вот эта победа у кого-то тогда будет касаться, может быть, даже тех прежних отношений, которые вы надеялись когда-то, что они сложатся, а они не сложились. И вот теперь человек возвращается, вроде как вы получаете эту победу, но это теперь вы никому уже не верите. Это теперь вы уже сомневаетесь. Вы делаете правильные выводы, чтобы идти дальше. Вот такие события, что прояснится, правда? У вас здесь что-то прояснится. Смотрим. И вот смотрите, открытый путь. Для кого-то это жизненный путь буквально. Для кого-то это поездки, переезд. Или вы готовитесь, ищете информацию, каким образом, где вы будете проживать, как вы обустроите свой быт, где вы будете работать. Ну, самые разные могут быть вопросы. Но это еще и как жизненный путь. Это какие-то приоритеты здесь могут у вас тоже поменяться. Может прийти, ну, как какое-то предложение. Потому что ключ, это он в ваших руках, мои дорогие львы. Это вы можете открыть эту волшебную дверь. Поэтому возможности на этой неделе, они определенно будут. Как и прояснить какое-то дело, тему. И неважно, чего это будет касаться. Так и для себя выбрать правильные приоритеты или ориентиры. И я должна сказать, ведь правда, вот это сердце, кто-то будет добиваться вашего сердца. У кого-то может быть как дружба, возможно и так. А посмотрите, для тех, кто в паре, прекрасное время. Прекрасное время хотя бы потому, что у вас выпадает подкова, символ счастья. Ну и раньше подковы, мы знаем, даже вешали возле дверей, над дверью, именно потому, что символизировало как и достаток, и где-то и удачу. Люди в это верили. Но у вас, мои дорогие львы и львицы, очень может быть знаковая неделя, потому что еще одновременно колчан со стрелами, и это значение полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, будем реалистами, всегда об этом говорю, опять же. Но то, что и победа, и какое-то желание исполняется, вас что-то порадует, мои дорогие, это точно. Чем-то вы, мои дорогие львы и львицы, останетесь довольны. Смотрю, что у вас еще совпало, потому что в этом пасьянсе мы можем также сложить значения по горизонтали и вертикали и крайние ряды. И у вас совпадает Солнце. И значит, какая-то тема проясняется окончательно. Вы сами будете, наверное, на этой неделе более четко понимать вообще, чем вы хотите заниматься. Если это отношения, что вы хотите продолжать развивать, в чем вы видите именно перспективу. Потому что Солнце, значение – это перспектива. Это те темы, вопросы или взаимоотношения, чему вы будете в последующем уделять внимание как минимум 6-8 месяцев, ну где-то до конца года, и это получит свое развитие. Тут действительно открытый путь. Какая-то перезагрузка у вас может быть на этой неделе, как и с новостями или прояснениями по поводу ваших сомнений, или по поводу конкретного, может быть, человека. Змея все же персону всегда символизирует, но вас это делает, знаете, более уверенным, более сильным, потому что теперь вот разные ворота, может быть, и если, или какие-то предположения, вот многое может стать на свои места. Пока с вами говорила, смотрю, что у нас еще совпало. И я не вижу больше совпадений, поэтому... нет, есть еще совпадение. У нас бокал. И это гости. Либо это ваша поездка, может быть, в гости к кому-то, или буквально гости к вам. Это может быть и, знаете, вот как бывают корпоративы, или, ну, когда собирается коллектив весь. Тут самая разная палитра встреч каких-то может проходить по бокалу, но
часто это сопровождает значение либо праздника, либо какого-то свершения в вашей жизни, точнее, очень важного, знаменательного. Но это и символично всем тем картам остальным, которые выпали. Давайте мы спросим у карт Таро, что же прояснится, и достанем одну карту. Или в какой сфере жизни. И вторая – неожиданность или неожиданные события. Добрые события. Что вас приятно удивит или обрадует? И давайте спросим, и к чему же это все идет? Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первая будет рассказывать дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то просто документы. Следующая карта – финансы, денежная энергетика. И любовь, и личная жизнь. Итак, что же прояснится? Королева Пентаклей. Но у кого-то могут быть контакты непосредственно с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это Телец, Дева, Козерог. И персона может быть, любой в вашей жизни. У кого-то это по личной жизни, именно история любви. У кого-то это и по работе, или просто по бизнесу, ключевой партнер. Может быть, это просто есть какой-то человек в вашей жизни, как друг, подруга. Мы уже не будем по полу рассматривать карту. Это те люди, которые прочно стоят на земле. Это те, которые умеют дать дельный совет. Не просто такой вот в никуда, а именно по делу, которые без шума какого-то, не поднимая вокруг фейерверков, умеют взяться за дело и довести его до ума буквально. Конечно, это может быть и асцендент у человека в подобном знаке, как я уже перечислила. И не всегда мы знаем свой асцендент, потому что для этого нам нужно четко знать, когда же мы родились, буквально время. Но это еще и карта будет говорить, если мы спросили, что прояснится. А вот путаница какая-то и прояснится. Потому что королева Пентаклей свое благополучие строит практически с нуля. И она никогда не боится. Положительный момент по королеве Пентаклей, что она умеет вокруг себя обустроить пространство. Пусть даже у нее минимум каких-то ресурсов. Она умеет сказку сделать былью, это на самом деле так. Или какая-то тема, пусть это творчество касается, которое зарождается в сознании, в ментальности. Она это все равно умеет переложить на практику и буквально воссоздать это в реальной жизни. Поэтому эта карта будет еще и говорить о наших партнерах или тем, кому мы можем доверять. Эта карта может говорить и о личной жизни тоже. И если мы говорим о женщинах, да, это вы, мои дорогие, может быть, будете обустраивать свой дом. Кто-то наводить порядок, кто-то, может быть, и ремонт делать. Мы делаем свое жилье более комфортным, потому что место проживания по этой карте тоже важно. Поэтому вот все, наверное, те вопросы, которые касаются вашего благополучия, фундаментируются или проясняются. Шаг за шагом уходит какая-то двойственность, неопределенность. Или вы сами можете говорить «до свидания» тем людям, которые не обладают такими качествами, как надежность и искренность. Вам не захочется собой рисковать. Давайте мы узнаем, как неожиданности, неожиданные события, с чем это может быть связано. Продолжает практически все то, что я сказала по королеве Пентаклей. Следующая карта – императрица. А у императрицы очень похожа с королевой Пентаклей энергия. Это олицетворение Венеры. Мои дорогие девочки, у кого-то это может быть, но если это целесообразно по возрасту и вашим намерениям и целям. Беременность, я жду ребенка. Безусловно, плодовита императрица, но не в буквальном или не только в буквальном смысле, а и еще на наши идеи, наши, как желание что-то создать в нашей жизни. Поэтому действительно у кого-то может проиграться творческий проект, а у кого-то все идет к свадьбе. У вас здесь сердце. А императрица часто говорит о смене статуса. И я могу допустить, что у кого-то этот статус проиграется через работу. Но у кого-то это может быть и через личную жизнь. Неожиданно причем. Может быть, для кого-то неожиданно предложение руки и сердца, а для кого-то неожиданно возможность построить карьеру или конкретную должность, которую вам даже могут предложить. Или, по крайней мере, вы уже свою траекторию можете просчитать более четко.
Давайте мы узнаем, что же как добрые события, что вас приятно удивит. А будущего карта? Безусловно, это возможности. Но мы приостанавливаемся по этой карте. У нас девушка с серфингом, обратите внимание, она стоит вроде как спиной к нам. Она смотрит уже в горизонт. Она смотрит совершенно во что-то новое, новое направление. То, что ей хочется развивать или куда ей хочется отправиться. И у кого-то это будет поездка, переезд. Может быть, какая-то дорога предложенная. Я такое тоже могу предположить. Но мы говорим, не торопись. Почему карта будущего еще говорит, тебе не нужно бросаться или быстро на что-то соглашаться. Дай себе время, ну, время, это не значит, что мы от чего-то отказываемся или целую неделю будем думать. Может быть, это какие-то минуты, чтобы правильно проанализировать, стоит на что-то соглашаться или стоит ли кому-то говорить «нет». Мы думаем, все ли мы взяли с собой в будущее по этой карте. И если мы спросили добрые события, вы переключаетесь практически, как переформатирование идет вашей реальности или вас самих, потому что в прошлое уже даже не хочется оглядываться. Очень сильные и позитивные энергии сами по себе у тройки жезлов, и они у вас выпадают в добрые события. Добрые события в будущем. Вы где-то как ваш оптимизм, ваша лояльность, может быть, в отношении людей, вопросов, которыми вам хочется заниматься по тройке жезлов, проходит именно наш интерес или то, что нам, пусть даже любопытно, нам хочется исследовать, нам хочется в конечном итоге продолжать. Поэтому вот и не оглядывайся назад, но разобраться с прошлым вы сумеете. К чему же это все идет? И у кого-то проиграется как по работе, может быть, важные контакты с каким-то человеком. Это, безусловно, перспективы по работе. Ну, еще это карта денег, получение денег. Может быть, как дополнительные источники заработка. В целом, одна из лучших карт в колоде на деньги на работу, и нам говорят, работай, у тебя все получится. Я же всегда добавляю, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому карта настойчивости, безусловно. И это тоже очень символично, как и королеве Пентаклей, так и императрице, от вашей мягкой настойчивости. Но, понятно, определиться нужно, что же мы продолжаем, а что мы не хотим точно продолжать. Но не должно быть из нуля в рогожечку, или не должно быть, знаете, какой-то двойственной, подвешенной ситуации. Вы должны все расставить по местам, мои дорогие. И вот, наверное, после того, как вы все расставите по местам, ну вот этот прыжок в будущее вам предстоит осуществить. Но для этого нужно закрыть некоторые гештальты в прошлом. Это в целом вам помогает. Но у кого-то к чему все идет? К получению действительно денег или к изменению вашего финансового достатка. Дела, работа, бизнес. Вы еще на этой неделе можете сталкиваться с людьми, которые утром что-то обещают. Это у нас пятерка жезлов. А к вечеру о нас забыли. Может быть, это вы будете анализировать все ваши контакты и отдавать предпочтение или оставлять контакты для людей надежных или те, которые вас не подвели. Или по этой карте еще я ее называю информационного хаоса и в целом. С чем вы хотите разобраться? Или здесь будет вообще очень важно перепроверять информацию. И она вам будет на этой неделе приходить самая разрозненная. Где-то это может касаться и документов, у кого-то это может касаться конкретных отношений, может быть договоренности по труду, по вашей занятости. Доверяй, но проверяй, все же говорит карта. И здесь есть рациональное зерно, но нам его еще предстоит из какого-то вороха словно выудить и перепроверить. Поэтому сказать, что мы с места в карьер на что-то соглашаемся, нет. Мы должны рассчитывать сами на себя. И кто знает, может быть, поэтому нам тройка жезлов и говорит, ты сначала что-то обдумай, не соглашайся быстро и надейся при этом сам на себя. И это касается как работы, так и ваших достижений, ну, так и, может быть, важных бумаг, соглашений. У кого-то ведь может касаться и банковских, например, документов, или выплаты, или взятие кредитов тоже. Поэтому вы не можете с чем-то просчитаться. Поэтому вам нужно анализировать и быть честным самим собой. Очень многообещающая, я бы сказала, может быть для вас эта неделя, но просчитаться нельзя, проблагодушествовать тоже, мои дорогие львы.
Десятка чаш, тем не менее, вам выпадает на финансы. Какой-то финансовый вопрос вы точно можете решить. Десятка чаш – это вопросы дома тоже. Это где-то и вопросы взаимоотношений. Возможно, это помощь вашего партнера. Но в целом на деньги – одна из лучших карт. И не случайно карта императрицы сама по себе очень ресурсная неделя. А у кого-то вопросы взаимоотношений, может быть, поездок, переездов, вопросы вашего дома или места вашего проживания. Здесь все вместе может где-то напоминать клубок, с которым вам придется разбираться и искать, вот как по пятерке жезлов, правдивую информацию. Узнавать, как работают законы или законы в какой-то конкретной местности, если вы планируете переезд, или на кого вы можете опереться, на что вы можете положиться. Нам говорят на самого себя, но тем не менее какие-то контактные лица здесь могут вами продумываться. Но, повторюсь, по сути, это карта счастья, поэтому с деньгами я не вижу проблем. Даже если, и это всегда, карта, кстати, символизирует, ну, вот как я говорила, деньги вашего партнера, и точно так же это могут быть деньги как с другого источника. Не основное, к примеру, место вашей работы, а что-то вторичное. Но деньги мы не тратим. Пятерка пентаклей вам говорит, хоть это и на личную жизнь, это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания. И вот все то, что я по пассиансу говорила, уже не повторяюсь, тут действительно карта говорит, что-то подобное может проиграться у вас по части личной жизни. Когда не достигли взаимопонимания с человеком прежде, может быть, и вы отказались от каких-то отношений, или, ну, они словно сошли на ноль. У каждого тут своя история. И были когда-то размышления, стоит ли мне продолжать что-то, или, может быть, долгое время это вы были в каком-то подвешенном состоянии, не могли понять, почему так человек поступил, может быть, и так. Тут ведь у каждого будет, ну, какая-то своя, как прерогатива, с одной стороны, как интерес, так и реальность своя. Нам что-то не нравилось. Где-то и теперь вам тоже что-то не нравится. Это точно, мои дорогие львы. Но помните, ведь всегда пятерка пентаклей нам говорит, ну, наверное, первое. Нам сказали, что у вас деньги есть и деньги будут. Но по пятерке мы всегда их сохраняем. Мы здесь какие-то финансовые вопросы точно должны решить. Есть и такое значение, когда нет смысла что-то продолжать. Может быть, какой-то проект по части работы. Может быть, это вы, если вы даже работаете на себя, тоже какие-то коррективы вы все же вносите. То здесь коррекция, она необходима совершенно точно. Но точно так же это может быть коррекция в отношении конкретных людей. Ключи, они у вас, но девушка наша ждет. Здесь нужно перестать ждать. Здесь нужно с чем-то вам разобраться. И это будет касаться личной жизни тоже. Может быть, это важный разговор с человеком, откровенный. А если как такового человека нет, и вы один или одна, может быть, для себя самого определить, хотите вы продолжать это одиночество или нет. Так ли оно вам нужно? Если нет, то тогда у вас как раз добрые энергии на новое знакомство. Нам не говорят, что оно произойдет, но я этого не могу исключать также. И пусть это даже не на этой неделе. Карта императрицы, как старший аркан, может для вас как раз и открывать такую возможность, как минимум до середины апреля. Поэтому будьте внимательны к своему окружению. Ну, вот подобные энергии, когда мы сомневаемся и в то же время должны все расставить по местам. И это тоже касается личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Для тех, кто в паре, тут как раз есть возможность, посмотрите, прекрасная карта, десятка чаш. И проговорить важные темы, и помириться, ну и найти, конечно, взаимопонимание. А для тех, у кого все хорошо в паре, то здесь какие-то добрые новости. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.